Всем добрый день, дорогие подписчики, дорогие гости канала. Я вам всем очень рада. Что ж, одно из последних видео, как оказалось, для многих было чем-то необыкновенным, чем-то новым. Кто-то уже давно практикует, и сегодня для всех моих любителей порисовать мы с вами нарисуем эти самые 10 целей. Я много лет пишу эти 10 целей, и вот список моих сегодняшних 10 целей. Ссылочку оставлю, кто не знает, что это, посмотрите. Каждое утро я пишу 10 целей на ближайший год. Ставлю эти цели, соответственно, и они реализуются как по волшебству. Один из моих любимых методов, действенных, крутых, невероятных. Ну и чтобы максимально усилить, кладу этот списочек рядом. Сейчас поставим мы с вами таймер на 2 минуты, разогреем нейрончики. И запишем первое, что придет в голову, думая о ваших 10 целях. Алиса, поставь таймер на 2 минуты. Вам читать не нужно, что пишу я, у каждого свое. Можете прям фразы писать. Алиса, стоп. Заканчиваем. Очень мне надо дописать. Хоть кто-то писал фразы, я писала фразы. Мы считаем сейчас именно слова. У меня 43. Смотрю на свои цели, радуюсь, как ребенок. Ну что ж, соответственно, цели мы с вами рисуем звездами. Вы это помните. Мы рисуем звездами. Сейчас выберу какой-нибудь хороший. Вот, эмочка. А где эмочка? Сейчас выбираем. Так, все, нашла. Цели мы рисуем звездами. Пожалуй, самая главная цель моя на сегодня, да, от которой зависит очень много всего остального. У меня, не знаю, как у вас, наблюдайте, пожалуйста, за саморефлексией, подмечайте абсолютно все. Кому-то могу показаться агрессором сейчас я, кому-то может не понравиться музыка, кому-то... Я очень люблю свежий воздух, кто-то будет слышать звук проезжающих автомобилей. Это говорит о том, что не я плохая, да, это говорит о том, что вам что-то, какой-то блок у вас есть, который не дает двигаться.
к вашим целям, к вашим желаниям. Итак, моя главная цель из вот этих вот 10, да, которые я сегодня утром писала, каждый день они у меня где-то меняются, где-то повторяются, что-то уже исполнилось, буквально в субботу исполнилась цель. 10 лет хотела. Не то чтобы как бы очень надо было, да, но исполнилось. Итак, рисуем треугольник. Мы сейчас будем рисовать звезду. Сразу аккуратненько рисуйте, да. Вот она моя, одна из главных целей. Это мы рисуем сейчас вашу первую цель. Она может уйти за лист. Лист у нас, поле у нас безгранично. Вот такая вот она у меня большая. Хочу ее такой оставить. Ну, вот так вот еще, пожалуй, сделаю, да. Вот моя первая цель. Не обязательно сейчас 10, все вот эти, которые я сегодня с утра написала рисовать, но мы нарисуем несколько. Сейчас идет невероятный благоприятный коридор для изменения вашей жизни. С 18 числа наступило это волшебное время. Продлится до 27 июня 2022 года. Да, смотрите мои посты в Телеграме, на Ютубе, в сообществе, я постоянно их дублирую. Далее моя вторая цель. Тоже рисуем треугольники, так, чтобы получилось по форме звезда. Может быть, не звезда прям вот в буквальном смысле, да, не идеальной, неправильной формы, но пусть получится. Фигура, которая вам нравится. Так, итак, это первое, я прям подпишу. Можете себе где-то отметить, да, это моя вторая. Обязательно, пожалуйста, не забывайте, что когда мы ставим цели, быть здоровым – обязательное условие любого списка ваших желаний, любого списка ваших целей. Так, что еще мне хочется? Ой, как я так сразу. Так. А звезду решила нарисовать. Вот это моя третья цель. И я, пожалуй, 4. У меня больше некуда просто размещать, потому что еще наверняка объявятся какие-то ресурсы, что-то появятся, какие-то невероятные события, которые придут вместе с реализацией вот этих вот целей. Так, это у меня переезд, это жизнь, это недвижимость. И здесь доходы. Вот, и теперь, что мы с вами делаем дальше? Теперь попробуйте прочувствовать каждый этот треугольничек. Ну, мне, в принципе, вот этим же удобно рисовать. Можете пронейрографировать его. Итак, мы сейчас обрабатываем каждую нашу звездочку, пытаясь прочувствовать, про что она вам. Как у меня дрожит левая рука, до жути просто. У меня поднялись волосы от корней. Состояние, как, знаете, вот предвкушение, восторга, когда ты не веришь собственному счастью, ну, чтобы вы понимали, что я сейчас ощущаю.
Я хочу прочувствовать реализацию вот этих вот моих 10 целей. Пусть она уходит туда дальше, в поле. Можете подложить лист. Я не хочу, меня и так все устраивает. Попробуйте прочувствовать, про что оно вам. Вот она исполнилась, ваша цель. Ваша цель реализовалась. Вы никогда не знаете, в какой самый момент произойдет реализация той или иной цели. Вы этого не можете знать. Разумеется, вы каждый день делаете все, чтобы ваша цель сработала. Вы стараетесь, вы идете, вы учитесь, да, может быть, получаете новые знания, может быть, учитесь сами. В общем, вы делаете шаги. Но самое главное, что вы делаете, вы пишете свои цели. И завтра мы с вами будем писать списки желаний. 10 целей — это обязательно, это каждый день, это работает. Я вам уже рассказывала, что 10 целей, что списки благодарности, они творят фантастические результаты. Нужно просто писать. Так, у меня тут отмечается все на руке. Так, понаблюдайте, вот вы уже пронейрографировали свою первую звезду, свою цель. Как стали меняться ваши ощущения? Я сейчас буду округлять все, что округляется, но углы я все оставлю острыми. Я действительно очень часто обращаюсь к Вселенной с просьбой помочь мне в реализации всех моих планов, всех моих желаний, с реализацией моих целей. Сегодня очень такой день энергетически мощный. А вы помните, что сегодня у нас также согревание денежной звезды. Нейрографика сама по себе работает, но я не вижу действительно ничего плохого в том, чтобы сделать сразу несколько вещей, которые помогут в исполнении ваших желаний, в реализации ваших целей. Оно тогда сработает быстрее. И если ваш мозг увидит, что все работает, тогда начнется такой, знаете, как накопительный эффект. И он уже будет знать, ага, я все это сделал. Потому что хочешь верь, хочешь не верь, работает все. Но когда ты веришь, оно работает просто с фантастической скоростью. Углы я оставляю острыми у своих звездочек, у своих треугольничков. Может быть, у кого-то лист большой, и у вас там намного больше влезло, да? Ну вот я выделила 4. 4 у меня, да. Голос садится. Я не слушаю такую музыку, и для меня это отчасти выход из зоны комфорта. Я наблюдаю за своими ощущениями. У меня есть субтитры на моих видео, поэтому вы можете просто выключать звук, смотреть, читать, что мы делаем, да, и работать сами. Можете в тотальной тишине. Вот я веду и прям чувствую, как я получаю это резидентство. Совсем чуть-чуть осталось. Я вам уже говорила, мне гениальная идея пришла совершенно недавно. Я теперь собираю паспорта. Собираю резидентства разных стран. И я хочу их иметь как можно больше. Предвкушаю ваши вопросы «Зачем?», потому что хочу. Хочу, потому что имею право. У нас одна жизнь, и вы вольны жить ее так, как хочется вам. Вы не должны кому-то объяснять, зачем вам 15 паспортов разных стран. Вы не должны кому-то объяснять, почему вы хотите новые туфли, если старые еще хорошие. Или вы не должны объяснять, зачем вам
Ну, кому-то 10, кому-то 20, кому-то 100 тысяч, кому-то миллион долларов просто в обнимку, чтобы лежать и их обнимать. Это ваша жизнь. И вы имеете полное и абсолютное право иметь в этой жизни все, что вы хотите. У меня какая-то фотобумага. Получается все очень красиво. Думайте о своей цели. В нашей голове огромное количество нейронных связей. Может, кто-то никогда не писал эти списки. Попробуйте, напишите. Историю о бамбуке, я вам ее рассказывала в видео. Метод 10 целей, но расскажу и сейчас. Люди посадили бамбук китайский и поливали его 5 лет. На протяжении 5 лет ничего не происходило. Ну, вот совершенно ничего. Ни росточка, ни цветочка, ничего. Тем не менее, люди просто продолжали делать то, что делают. Они поливали этот бамбук. А потом случилось невероятное. За 3 месяца, за 90 дней этот бамбук вырос на 30 или 40 метров. И точно так же происходит и здесь. Ведь важность на свое желание, на свою цель навесили вы сами. Важность вешают люди. Вселенной совершенно нет дела, что вы хотите. Стиральную машинку или машину последней модели какой-нибудь Rolls-Royce. Это все придумываете вы. Каждый из нас. Я, вы, мы. И бамбук вырос на 30 или 40 метров. Когда мы ставим какую-то цель, очень часто, большую особенно, очень часто долгое время ничего не происходит. Но вас это не должно останавливать, не должно пугать. Вы просто должны дальше двигаться к своей цели. Делать все для ее реализации и исполнения. Потому что все большие цели сбываются потом с невероятной скоростью. Вас не спрашивают уже, а ты готова? Оно просто приходит в вашу жизнь. Цели и желания. Желания люди не всегда хотят иметь их реализацию. А слово цели людей пугает. В большинстве своем люди боятся какой-то трудной работы, боятся выходить из какой-то зоны своего комфорта. Они привыкли жить так, как есть, и не хотят что-то менять. Людям удобнее всего причитать, а вот видите, не работает. Там желания не исполняются, все исполняются. Если ваше желание уже стало намерением, стало целью, все работает. И для этого, разумеется, нужно не лежать на диване. Когда я стараюсь писать цели всегда по утрам, о чем я вам говорила. Первые, у меня нет, к сожалению, часа, да, утром, но у меня есть полчаса, и эти полчаса я посвящаю только себе. Я занимаюсь, качаю пресс, делаю упражнения, делаю гимнастику для лица, и потом пишу список целей. Соответственно, заряжаясь энергией сама, входя в состояние такой ресурсности, чтобы я могла быть в ресурсе и давать уже энергию своей семье, другим людям, я сначала наполняю себя. И когда я утром прописала вот эти 10 целей, уже в течение дня все мое подсознание работает только мне во благо. Мое подсознание посылает мне возможности весь день. Дальше работает сверхсознание. Вы представляете, что происходит, если вы делаете это десятилетиями? Очень мало людей в этом мире просыпаются
Очень мало людей приходят в этот мир миллиардерами, миллионерами, богатыми, да, и это абсолютно нормально. Я прекрасно помню то время, когда сейчас будете смеяться. Я помню то время, когда мне было не на что есть, потому что я копила на туфли. Я всегда любила дорогую обувь и полная тотальная экономия, но у меня были туфли, которые я хотела. И не то, чтобы я очень сильно страдала от того, что я там не питалась каждый день в ресторанах. Ну, мы сейчас не говорим о ресторанах, я была студенткой, и ела я роллтон, делила его на 3 части, да, на 3 дня, чтобы хватило. Поэтому тут вопрос вашей силы воли. Но я настолько сильно всегда хотела там какие-то красивые туфли, какую-то там радость, что меня, по сути, вот это вот отсутствие еды, ну, оно меня никак не смущало. Я выходила из своей зоны комфорта, да, не было конфетки, не было шоколадки, но зато у меня были исполненные мечты. А на что вы готовы ради своих желаний? Без выхода из зоны комфорта никак. Вы не можете загадать желание жить в другой стране и при этом не испытать какого-то дискомфорта в тот момент, когда вы будете переезжать. Я имею в виду, все равно переезд для человека — это стресс, да, собрать чемоданы, собрать всю свою жизнь в коробке. Где-то в разных странах новые законы свои, где-то ваша driving license не действует, и нужно заново сдавать на права, хотя ты тут со стажем уже огромным. Тем не менее, готовы ли вы на это? Готовы ли вы принимать другую культуру, учиться жить по-другому? Соответственно, деньги, которых вы просите, они тоже влекут за собой другое качество жизни. А готовы ли вы платить там коммунальные услуги, не, условно говоря, 10 тысяч рублей, а 30 тысяч рублей? Но у вас они будут, да, просто морально в вашей голове вы готовы? Так, заключительная моя звездочка, безумно важная, как мне с ней. Сразу пошла ее нейрографировать. А это денежки, мои любимые, денежки мои хорошие. Деньги нельзя не любить, их надо обожать. Очень часто люди, которые живут сейчас, зачастую, скажем так, они вынесли из своего детства какие-то огромное количество негативных установок. И, может быть, вам в детстве вашем, или вы слышали от друзей: да ты там не обнаглел, сколько ты хочешь. Нет, вы не обнаглели. Вы имеете полное право хотеть абсолютно все, что вам пришло в голову. Вы не наглый, вы абсолютно нормальный, здоровый и счастливый человек. И если вы хотите иметь 26 миллионов долларов, то, пожалуйста, загадывайте это желание. Это все придет. Каждый миллиардер, живущий на Земле, когда-то не имел ни миллиардов, ни миллионов. Но каждый миллиардер каждый день думал о том, что ему нужно сделать, чтобы их цели, их желания реализовались. Вы посмотрите, как много детей, обеспеченных родителей, было в России, ну, вот нулевые годы, да.
и где они сейчас. Тот, кто умный, тот, кто стремился ко всему и ценил то, что у него есть, да, кого родители сумели научить, они сейчас на высоте, а кто нет. Поэтому все в ваших руках. Мне очень, вот вы знаете, да, у меня эта звезда, она у меня про две денежные цели сразу. Годовой доход и доход от YouTube канала. Ну, тоже 1 200 000 как-никак долларов. Вот, и теперь наше поле. Вы знаете, я обратила внимание, что я очень часто начинаю вести нейрографическую линию из прошлого через настоящее в будущее. Подумайте, про что вам это? Округляю все пересечения. Наше поле вокруг, да, это социум, это общество. Подумайте, а что почувствуют люди? Я знаю, что люди, которые смотрят это видео, порадуются за меня. И я вам за это очень благодарна. Когда вы умеете радоваться за других, искренне, научитесь этому обязательно, я это умею. И когда вы радуетесь искренне за других, вы привлекаете то же самое в свою жизнь. Но когда человек завидует, ничего хорошего, поверьте мне, вы от этого не получите. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Я все время болтаю, все время рассказываю вам какие-то полезности. И обязательно прошу вас, делитесь результатами в комментариях, как меняется ваша жизнь. Может быть, уже у кого-то есть фантастические результаты, я уверена, они есть. Очень интересно почитать, к тому же вы видите, я отвечаю всегда. Я всегда с вами на связи. Так. Также хотела вас поблагодарить за ваши благодарности на карту. Я вас благодарю, вы самые внимательные, и знаете, что любая ваша благодарность, она великий множитель, вам придет в миллиарды раз больше. Оттуда, откуда вы совсем не ждете. Всегда благодарите свою жизнь за все, что вы имеете. Будьте щедрыми людьми, будьте щедрыми на слова благодарности, будьте щедрыми на поступки, обязательно оставляйте чаевые, если вы где-то пьете кофе, например, потому что вам вернется в многократном размере. Вы обращали, может быть, внимание, люди в Америке, например, принято на чай оставлять 20 и более процентов. Это в Москве там 10%, или кто-то оставляет по привычке там 100 рублей. Не жадничайте, будьте щедрыми. Вам эти деньги придут, вам не надо выбирать что-то одно между своих желаний и целей. У вас деньги есть на все. Смотрите, какое яйцо образовалось. Вы видите его, да? Сейчас я его выделю. Что-то зародится новое.
Новая жизнь. А где она у меня? Сейчас посмотрим. Сейчас, да, округляем все и посмотрим. Обращайте внимание, как меняется. У меня такое спокойствие, такое удовлетворение, такое внутренняя уверенность, что все будет хорошо. По поводу завтра, солнцестояния. Не забудьте, обязательно напишите списки желаний. Это один из четырех самых мощнейших дней в году. Я никогда не упускаю возможности написать желание. Никогда не забывайте уделить время своим желаниям. Вы не можете от них хотеть реализации, исполнения, если вы не находите на них время. Почему они должны находить время на вас? Так, почти закончила. Учитывая, что у нас здесь очень много звезд, очень много треугольников, обращайте, пожалуйста, внимание, как вы себя чувствуете. Если кому-то стало вдруг плохо, у кого-то энергия, эмоции зашкаливают, поокругляйте внутренние углы у ваших звезд, у ваших треугольных звезд. Внешне не надо, потому что вам нужна энергия на реализацию ваших планов, ваших целей. Так, вроде вам все рассказала, что собиралась. На самом деле в какой-то поток входишь и никогда не помню, что вам рассказываю. Оно как будто включается и выключается. И я потом сама пересматриваю видео. К работам всегда можно возвращаться, поэтому если я где-то что-то не округлила, да, вы мне пишете, я знаю, знаете, что я обязательно потом всегда где-то что-то корректирую, да, поэтому к работам можно возвращаться, к работам нужно возвращаться. Возвращайтесь смело. Что бы я хотела здесь выделить? Вот это вот мое яйцо. Причем, что я здесь хотела бы также отметить? Это яйцо идет из главной моей цели. И посмотрите, оно по направлению прям, можно сказать, смотрит в будущее. Новая жизнь там зародится. И все у меня получится. Все получится даже лучше, чем я могу себе представить. Может, вы где-то ручкой проведете и почувствуете. У меня вот здесь вот. Округлите аккуратненько, почувствуйте, где у вас. Может быть, вам не захочется никакой фигуры иметь. Это абсолютно нормально. Может быть, вы нигде ничего не увидите. Такое тоже бывает. Наша главная с вами задача была сегодня нарисовать цели. Ваши 10 целей. Видео прикреплю, поэтому кто вдруг этого не делал, никогда напишите их, пожалуйста, в течение дня и вообще сделайте это своей ежедневной традицией. У меня вот здесь просится. Заметьте, как моя главная цель исполняет мои финансовые желания.
Вот меня прям пронейрографировать захотелось. Знаете, я возьму текстовыделители. Вы можете взять карандашики, у меня просто некрасиво получится. Сейчас на фотобумаге карандашами оно будет совершенно не ярко. Но я свои сияющие звезды сейчас хочу отметить. Так. Прям пусть моя звезда в этой вселенной сияет. Это моя вселенная, это моя жизнь. И тут именно все происходит так, как я хочу. Точнее, нет, не так. Тут все происходит лучше, чем я могу себе представить. Я недавно была на массаже, и мне задали вопрос, там, а чем я занимаюсь? Веселая девочка была. Я живу в свое удовольствие. И мне не должно быть за это стыдно. Ну, то есть она, ну вот как? Да вот так. Я живу в свое удовольствие. Да, я очень много работала в своей жизни, чтобы жить так, как я хочу. И я имею на это право. Я рассказываю другим, как это сделать. Другой вопрос, что люди так устроены. Не заплатила, не будут ценить информацию или а я ей не верю. Но дело в том, что когда вы не верите, не попробуете, не узнаете. Это так работает. Поэтому пробуйте. Обратите внимание, что сейчас вы чувствуете, когда взяли цвет. Если немножко цвета сливаются, ничего страшного. Если бы не фотобумага, у меня было бы намного все ярче. Но вот она мне почему-то в душу запала. И не спешите брать новый цвет. Пойдите дальше, куда вас ведет. Обратите внимание, как вам дышится, что вы ощущаете. Может быть, у кого-то опустошение внутри появилось, может быть, у кого-то уже появились какие-то гениальные идеи. Ваше подсознание всегда работает на вас. Оно всегда вам шлет какие-то знаки, сигналы. Где-то он стал уже не желтым, а таким. Я бы это назвала слишком уверенным в себе цветом. Вот, тем не менее, мое яичко розовое. На фотобумаге я больше рисовать не буду, я поняла. А еще у меня дрожат коленки сейчас. Знаете, как если бы я стояла, то я бы шаталась. Пожалуй, возьму все-таки карандаши
где мой розовый карандаш? И таким попробуем. Вот так намного лучше. Где-то мягче, где-то ярче. Они такие полутона обычно. Текстовыделители дают полутона. Очень хочу взять, сам взялся в ручки мой любимый цвет. Человек сам определяет, что ему важно. О чем я вас прошу, и не первый раз, я часто эти фразы произношу, я часто это говорю. Будьте внимательны к своим чувствам. Вас никто не должен отвлекать от вашей мечты. Не рассказывайте, значит, никому, не делитесь ни с кем. Но хотеть денег, хотеть быть здоровым, счастливым – это абсолютно нормальное желание здорового человека. Работать можно с этими работами бесконечно. Может, вот этот красненький поярче лежит. Да. Звезды должны сиять, а иначе будет грустно в нашей галактике, на нашем небосклоне. Можете взять какой-то темный цвет, да, чтобы сделать фон. Можете оставить все как есть, белый это тоже цвет. Не знаю, почему фиолетовый. Я, если честно, думала, что сейчас серенький какой-нибудь возьмется. Я бы что сделала? Я бы сейчас, конечно, очень хотела, и сейчас так и сделаю. Я хочу свои звезды сделать несколько ярче. Я хочу взять красный маркер. И прям выделить их, чтобы они у меня сияли в моей галактике. Это, конечно, идеально, да, если звезда у вас, фон у вас будет каким-то темным, а звезда у вас яркая, может быть желтая, может быть красная, может быть... Главное, чтобы она как-то светилась, да? Я бы сделала это карандашами, но у меня карандаши не рисуют на фотобумаге. И вот эту я хочу выделить.
конечном итоге вам в идеале должно все понравиться. Если вам не понравилось, рисуйте еще. Думала только одну, а они все просятся. Это такие 4 основных желания, 4 цели. Дальше больше, дальше вперед. Счастливой, лучшей жизни. Понаблюдайте, когда вы, если вы также сейчас выделяете звезды, как меняется ваше внутреннее состояние. Так, я, пожалуй, со своей работой закончила. Линии поля и фиксация. Линии поля могут идти уже по существующим линиям, а могут идти быть заново созданными. Мы добавляем энергии. Единственное, когда рисуете линии поля, кто-то их горизонтально рисует. Главное, старайтесь, чтобы прям крест-накрест таких жестких пересечений не было. И фиксация. Подумайте, что вам хочется зафиксировать. Почувствуйте, у меня вот эта фигура. Если вы вдруг круг, какой-то ресурс выделили, подумайте, про что он вам, почему. Обратите внимание, где этот ресурс находится, на пересечении каких ваших звезд. Я не буду занимать время в эфире. Мы округляем все, что только округляется. Я вас благодарю за просмотр. Я желаю вам счастья. Ставьте цели, идите к ним, исполняйте свои желания и живите свою самую лучшую жизнь мечты. Это ваша жизнь. Пока-пока.